Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем вот такого милого кролика в пальтишке с корзинкой. Для начала подготовим шаблоны. Все очень просто. Для головы чертим круг диаметром 8 сантиметров. Немного изменю форму, сделаю ее более вытянутой. Теперь ушки. Их длина 9 сантиметров. Ширина 3,5 сантиметра. И тело. Чертим 2 линии, высота 13 сантиметров. На отметке 6 сантиметров отмечаем ширину 10 сантиметров. Еще 2 линии 5 сантиметров. Вырезаем заготовки. Переносим их на тонкий флис. Фиксируем иголками. Вырезаем, отступив несколько миллиметров от сделанных отметок. Сшиваем заготовки. Выворачиваем. Заполняем наполнителем. Теперь я закреплю красный носик для игрушек. Его размер 11 на 14 мм. Сделаю дырочку, так как флис довольно плотный. Вышиваем мордочку. Теперь глазки. Использую черные бусины диаметром 4-5 мм. Закрепляю бусину. И только после этого вышиваю реснички.
Сшиваем ушки. Добавлю им немного цвета, использую масляную пастель. Складываем и сшиваем ушко. Пришиваем к голове. Сшиваем тело. Заполняем наполнителем. Пришиваем голову. Лапки для кролика я сделаю из воздушной полимерной глины. Делаем вот такую форму, похожую на башмачок. С помощью иглы или зубочистки делаем углубления, чтобы наши башмачки были похожи на лапки. Глина должна полностью высохнуть, так как детали достаточно крупные, для этого понадобится 1-2 дня. Делаю дырочки, чтобы лапки хорошо приклеились. Склеиваю их между собой. Приклеиваю кролика. Делаем шаблон для пальтишка. Немного отступив от края бумаги, чертим круг диаметром 10 сантиметров. Вырезаем.
И теперь примеряем и определяемся с длиной. Закругляем края. Переносим шаблон на фетр. Срезаем лишнее. Приклеиваем фетр. Добавлю маленькие пуговички. Предварительно прошиваю их нитью, чтобы пуговицы крепко держались. Из ранее отрезанной бумаги подготовим рукава. Также переносим шаблон на фетр. Склеиваем. Приклеиваем к пальтишку. Вклеиваем лапки. Добавлю маленький красный бантик на ушко из атласной ленты шириной 1 сантиметр. И, конечно же, не забываем приклеить хвостик. Из мешковины делаем корзинку.
Ручку для нее я сделаю из джутового шнура. Место среза косички предварительно проклеиваем с обеих сторон, чтобы она не расплелась. Из белого кружева сделаю салфетку для корзинки. Вклею в нее 2 букетика тычинок, а из белых тычинок можно сделать веточки вербы. Приклеиваю корзинку к лапке. Очаровательные нарядные праздничные кролики готовы. Благодарю за внимание. Скоро увидимся. Пока!